Волчица пришла к ней ночью и просто молча позвала за собой. Знахарка пошла туда, куда в их деревне не ходят даже днем. Сквозь темный лес, через холод и тишину, волчица привела ее к заброшенной избе. И то, что они нашли внутри, шокировало всех. Агафья всегда жила так, будто лес был не местом, а существом. Она знала его дыхание, тишину, предупреждение. Там, где другие видели просто деревья, она читала следы как книгу. Поэтому, когда ночью лес внезапно замолчал, она поняла, что-то случилось. Тишина была неправильной. Потом раздался звук. Когти по дереву крыльца. Спокойный, уверенный. За калиткой стояла волчица, та самая с рваным ухом, которую Агафья когда-то спасла. Волчица не взяла еду, сделала несколько шагов к лесу и оглянулась. И этого оказалось достаточно. Агафья не задавала вопросов. Если лес зовет, идешь. Они шли сначала по знакомым тропам, потом в гнилое урочище, место, куда люди не ходят. По дороге Агафья видела следы людей, капкан, кровь, сначала звериную, потом человеческую. Она ускорила шаг. Изба стояла глубоко в лесу, старая, но внутри был свет, и запах, кровь и что-то знакомое. Она открыла дверь. На полу лежал раненый мужчина, рядом маленький волчонок с перевязанной лапой. Волчица вошла следом и легла рядом с ним. Агафья узнала его еще до того, как свет коснулся лица. Это был ее сын. Тот, который ушел 22 года назад, когда она поверила чужому человеку, а не ему. С тех пор в доме стояла его фотография, на которую она не смотрела. Теперь он лежал перед ней, взрослый, седой, с пулей в бедре, и держал у груди волчонка, которого спас. «Мать», — сказал он. Она не говорила о прошлом. Делала то, что умела, спасала. Руки работали точно. Пуля, кровь, жар — все было понятно. Он рассказал, как нашел волчонка в капкане, как столкнулся с охотниками. Среди них был Федор, тот самый, из-за которого все разрушилось. И именно он шел сейчас по их следам. Времени почти не было. Агафья не паниковала, считала. Один выход, двое снаружи, раненый сын, болото рядом, ветер в нужную сторону. Дым из трав дал несколько минут. Когда дверь начали открывать, она подожгла сверток. Они ушли через пролом в стене, в темноту, в холод. Волчица первой, потом сын, потом она. Болото тянуло вниз. Он падал, она поднимала. Сзади были голоса и фонари, близко. Но лес был на их стороне. Они выбрались. На опушке стало тихо. Он жив, она рядом. Волчонок дышит. По дороге почти не говорили. «Почему ты не искала?» «Боялась. А сейчас?» «Сейчас ты мне ногу зашила». Сложно сказать «нет». Это было начало. У края леса волчица остановилась, посмотрела на них и ушла. Долг был отдан. В деревне все осталось прежним, только теперь она была не одна. В больнице он спросил: «Ты останешься?» «Останусь». Без объяснений. Агафья поняла простое. Прошлое не исправить, но можно дожить до момента, когда его все-таки исправляют. Не словами, делом.